Знаете, почему мировые гиганты вроде Apple или Samsung почти никогда не промахиваются с рекламой? Потому что у них есть бюджеты на математическое моделирование поведения людей. Сегодня я покажу технологию, которая делает то же самое внутри вашего ноутбука. Мы создадим нейромодель клиента, невидимого тактика, который видит каждый изъян вашего бизнеса. Дело в том, что большинство маркетинговых стратегий и рекламных кампаний строятся на гипотезах. То есть вы сидите в теплом, комфортном офисе со своими коллегами, со своей командой и думаете, как же показать нашему клиенту то, что мы продаем или предлагаем. И вы думаете, что ему важна или цена, или вы предполагаете, что его зацепит ваш новый креатив. Но на деле это просто гадание на кофейной гуще, когда вы собрались и такие, а давайте что-нибудь придумаем. Нейромодель клиента — это ваша личная цифровая фокус-группа. Это не просто описание целевой аудитории. Это симуляция, компьютерная симуляция живых людей со своими страхами, триггерами и речевыми оборотами. Вместо того, чтобы тратить тысячи долларов на тесты рекламы, которые могут провалиться, вы можете сначала прогнать свою идею через нейромодель и услышать от нее: это скучно, или это слишком дорого, или я не верю, что это работает. Это инструмент, который дает вам непредвзятую обратную связь еще до того, как вы потратите первый цент на рекламу. Классический маркетинг учит рисовать портреты целевой аудитории. Пол, возраст, где человек находится, чем интересуется. В эпоху искусственного интеллекта это бесполезная информация. Курсы по искусственному интеллекту учат писать промпты в стиле «представь, что ты мой покупатель». Но это не работает, потому что без глубокой базы данных искусственный интеллект будет просто подыгрывать вам. Он снова будет представлять, что он ваш покупатель, и точно так же гадать на кофейной гуще. Этому не учат, потому что создание качественной, полноценной нейромодели требует понимания поведенческой психологии и методологии job to be done. Нужно уметь разделять хотелки клиента и реальные мотивы. За хотелки клиент никогда не проголосует деньгами. Он будет говорить: о, я хочу это прикольно, это круто. А реальные мотивы — это то, за что клиент молча, или с разговорами от клиента зависит, но просто берет и тупо платит. Вот в этом разница. Еще 100 лет назад Огилви приходил в бар и, заказывая пиво всем, начинал людям представлять свои идеи рекламы определенного продукта. И он игнорировал выкрики людей: «О, это классно! О, это круто!» Он читал до тех пор, пока кто-то из зала не кричал: «Куда платить?» Потому что именно факт голосования деньгами, то есть оплаты вам, является стопроцентным подтверждением попадания в боль клиента. Но большинству проще создать шаблончик аватара из 5 пунктов: кто, что, где, как, чем обучить технологии создания независимых цифровых личностей. Это личность, которая живет в вашей чате, в вашей модели, которая умеет жестко критиковать вас, своего создателя. Я подсмотрел эту идею у крупнейших маркетинговых холдингов мира из списка Fortune 500. Они тратят миллиарды долларов на тесты, и в какой-то момент они поняли, что дешевле создать сложную математическую модель поведения и тестировать все заранее. Свою первую нейромодель я создал около года назад. Сначала это был просто чат, который поддакивал моим идеям. Но я понял, что мне не нужен листец, который просто говорит: да, это классно, это классно. Мне нужен оппонент, который скажет: нет, нужно лучше. Я прошел через десятки версий, пока не выработал трехшаговый алгоритм анализа. Сценарный, барьерный и лингвистический. Я научился отделять проект стратега от проекта критика, чтобы избежать заражения мыслей искусственным интеллектом моими собственными субъективными мнениями. Когда это все живет, вот мы говорили с вами в прошлых видео о центре управления маркетингом, если мы в этом же проекте создадим нейромодель, оно будет вариться, то есть это как поместить, магниты с противоположными полюсами в одно место, и они начинают там как-то хаотично вращаться, хаотично друг с другом взаимодействовать. То есть нейромодель — это независимый, честный критик,
который говорит как есть и не заражается вашими мыслями или идеями вашего центра управления маркетингом. Какие выгоды я получаю и мои ученики, мои клиенты, используя эту систему? Во-первых, это экономия бюджета. Вы сразу отсекаете провальные идеи, заголовки и цены еще на этапе планирования. Во-вторых, это язык клиента. Нейромодель подскажет, какие именно слова и фразы, которые ваш клиент использует в повседневной жизни. Ваша реклама начнет звучать своей на языке клиента. В-третьих, это обнаружение барьеров. Вы узнаете истинные причины, почему у вас не покупают, о которых клиент никогда не скажет вам в лицо. Он скажет, ну, дорого. А на самом деле истинная причина совсем не в дорого, потому что он пойдет к конкуренту и купит еще даже дороже, потому что на самом деле причина была в другом. И в-четвертых, это непредвзятый судья. Когда вы спорите с командой, какой заголовок лучше, нейромодель рассудит вас, опираясь на заложенные в нее паттерны поведения тысяч реальных людей. Как создать подобную нейромодель? Алгоритм из 5 пунктов. Первый пункт – это серия глубоких ресерчей. Серия Deep Research, глубоких исследований. Мы заставляем искусственный интеллект провести независимое исследование. Сценарное, что привело к покупке, что было до покупки, как думали люди до покупки. Барьерное, что мешало к покупке, что останавливало, что не давало купить. И лингвистическое, как об этом говорят, как проявляют свои мысли, на каком языке, имею в виду не на каком языке, там, английский, французский, испанский, а какие слова, какие сленговые элементы используют ваши клиенты. На втором шаге происходит синтез аватаров. На основе данных мы создаем от 1 до 5 цифровых личностей. Мы даем им имена. Саша, Анна, Игорь. У каждого свой характер и бэкграунд. И мы создаем специальные документы, специальные элементы внешней памяти, которые действуют как эти аватары. Мы изолируем это в отдельный проект. Это критически важно, потому что для нейромодели важно, чтобы она не знала наших планов, не была испорчена нашими инструкциями из Центра управления маркетингом. Дальше мы создаем прошивку, критик, который берет модели, загружает их в свой мозг и пропускает по очереди каждую модель, давая нам ответ. И даем системную инструкцию, которая делает нейромодель, фактически оживляет живым существом, которое существует внутри вашего Клода или чат GPT. И пятый этап – это симуляция. Теперь вы можете просто забросить в этот проект любой текст, скриншот, посадочную страничку, объявление, картинку, новые цены, новый каталог, новый прайс-лист, новый что угодно и получить вердикт от каждого из аватаров. Нейромодель клиента – это фактически ваш страховой полис от неэффективного маркетинга. Это возможность заглянуть в голову покупателю и увидеть свой бизнес его глазами. Если вы хотите получить готовые прошивки для создания таких моделей и увидеть, как я строю цифровые фокус-группы для реальных бизнесов, жду вас на своем мастер-классе. Там мы переходим от теории к практике и строим системы, которые меняют правила игры. Ссылка на регистрацию находится прямо под этим видео. Переходите, бронируйте место и начните понимать своих клиентов на уровне нейронов. Увидимся там. Игорь Ивицкий, доктор Эдс. Кандидат наук, молодой ученый года в Украине. С 2006 года применяет математику для оптимизации Google рекламы. Лучший PPC-спикер Европы по версии AdWorld Experience. Один из ведущих экспертов по Google Ads в мире. Профессиональный преподаватель. Более 4000 предпринимателей увеличили продажи после его курсов. Практикующий эксперт. Клиенты Игоря ежемесячно генерируют $50 миллионов прибыли из Google рекламы.